Всем привет! Вы на канале Alien Automation. Сегодня разберем Hardware Configuration, как выбирать и подключать наш контроллер, как задавать правильные расширения, которые у нас физически установлены. Сегодня для этого видео я взял 1215 дискретка DC-DC-DC и расширение на 8 ишек и на 8 кушек. Также панель управления операторская. Здесь есть кнопочка старт, ресет, 4 лампы, Q1, Q2 и лампа старта и лампа ресета. Также ключик. Вот, допустим, то, что я нажимаю на кнопочки, вы можете увидеть, то, что на самом контроллере лампочки моргают. Но сейчас мы переходим в TIA-портал, и я покажу, как это подключить и увидеть со стороны TIA. Как я уже и сказал, переходим в TIA-портал. Давайте начнем прям с самого нуля. Как, в принципе, создать проект, что куда тыкать. Сейчас я вам покажу. После открытия стартовой страницы у нас открывается вот такое окно. Точнее, вот такое окно. Здесь мы видим наши проекты, которые были у нас открыты. Здесь мы видим последние изменения, дату. Last change, path – это адрес, где у нас лежит наши проекты. И project, здесь мы видим название. Также хотелось бы упомянуть то, что если у вас есть где-то проект на рабочем столе или же в другой папке, вы можете нажать Browse и увидеть все ваши проекты, точнее найти любой ваш проект, который имеется у вас на устройстве. Сейчас нам понадобится пустой проект, так как мы все новички, нам нужно создать пустой проект. Так что в левой колонке, во второй левой колонке есть Create New Project. Здесь мы можем задать наименование. Давайте назовем как Hardware Configuration. Также здесь можно задать адрес, куда он сохранится, версия TIA-портала, которая на данный момент используется. У меня используется 16-я версия, автор и коммент, допустим, today, или можно также на русском, без разницы, на любом языке можете написать, допустим, что-нибудь такое. Переходим, нажимаем Create и сразу Do you want to save the change to the current project? У нас вылазит такое окошечко, потому что я уже создавал проектик и хочу поменять его название. Я, конечно, нажимаю Yes, потому что нам нужен пустой проект. У нас открывается, точнее, создается новый проект, это занимает чуть-чуть времени. Open the project view я сразу жму, потому что configuration и device я собираю сразу в проекте. Вот наше любимое окно. Здесь мы видим Add New Device в дереве проекта и тыкаем на него. Как я уже и сказал ранее, у меня используется 1200 контроллер, а точнее 1215 CDC-DC. Я вам покажу намного проще способ, чтобы получить физическую конфигурацию контроллера, чтобы самостоятельно не подключать. А после покажу, как самостоятельно подключить все наши расширения. Unsplash-ified CPU 1200. Нажимаем. Это очень просто. Откуда я знаю то, что это 6ES7.2? Потому что мой контроллер такой и есть. Сейчас я вам точно даже могу продиктовать. Так, а у меня здесь он сбоку написано «Закрыто расширение». Ладно, не продиктую. Но не суть. После получения этого контроллера вы получаете к нему документацию, вы можете удостовериться, то, что это 6E7S7 или же 6AG1. Но я использую, вот как я уже сказал, эту версию. Так, у нас подгружается. У нас открывается вот такое вот окошечко. Как мы видим, контроллер не определен. Мы можем нажать Hardware каталог, точнее, вот он у нас в правом окошечке. Здесь мы можем выбрать контроллер, как и в дереве проекта, и также выбрать дискретные и не только расширения. Но мы делаем проще. Мы нажимаем Detect, прям большую такую кнопку, которая всегда у меня помечается синим. Выбираю тип соединения с контроллером нашего устройства. И, так скажем, расширение. Точнее, адаптер.
Сейчас я свой подключу. Должен был подключиться. Выбираю нашу подсеть. Вот у меня Realtek. Нажимаю Start Search. Он у нас ищет в подсети, какие есть контроллеры. И получает... Ай, я забыл подключить контроллер. Простите меня, пожалуйста. Вот так вот. Все, я подключил наш контроллер. Нажимаю еще раз поиск. Вот, мы получили наш контроллер, получили его MAC-адрес, IP-шник, тип соединения и device type. Нажимаем Detect. Он у нас просит в этом окошечке изменить IP-шник нашего ПК. Мы, конечно, соглашаемся. Это очень просто. Нажимаем Yes. Он у нас меняет на... Сейчас он покажет, на какой адрес он у нас меняет. Вот. За IP-адрес нашего Ethernet адаптера теперь 192.168.0.241. Нажимаем ОК. Все. И мы получили конфигурацию нашего контроллера. Вот, вы можете посмотреть. Это физический аппаратный уровень моего ПЛК, который установлен у меня. И когда вы стоите возле шкафа или где-то возле стенда, вы можете не задумываться и не искать вот здесь вот в поиске, какое у меня расширение стоит, какой контроллер. Достаточно знать модель. Вот. Модель 1200 6E7 или 6AG1, абсолютно неважно. Вот. И у нас создается две плашечки. Давайте пойдем с самого контроллера. Что нам тут интересно? Нам интересны теги. Потому что задумка этого видео — подключить нашу панель и понять, в принципе, как она у нас работает, как получать информацию с нашего контроллера. Вот здесь мы можем вот так вот приблизить ее, Ctrl, мышка, колесико мыши вперед. Вот мы видим наши адреса. И допустим, не допустим, а я точно знаю, то, что на нулевом адресе у меня хранится кнопка Start. Кнопочка Start. На первом адресе у меня хранится кнопочка Stop. Это физические адреса, реальные кнопки. А на третьем у меня установлен ключик, Auto Manual режим, который переключает Auto Man. Вот так вот. И уже на четвертом, точнее на третьем, простите меня, пожалуйста, установлена кнопочка Reset. А что по лампочкам? Кто напомнит? У меня на панельке, я точно знаю то, что это лампа. Но я вот подзабыл какой-то реальный адрес, за что отвечает. Так что давайте будем называть лампа 1, лампа 2. Ну, вот по такой аналогии, так как у нас 4 лампочки. Лампа 4. Все, мы создали. У нас они хранятся на адресе 0 и 0 физически. Нулевой байт, нулевой бит. Да, вот здесь мы видим. И вот так вот дальше оно продвигается. Нулевой байт, первый бит. Дальше. Дальше у нас расширение установлено на 8. Мы можем увидеть, вот здесь вот видите, 8. Что это, как, почему он ставит 8? Те определяет то, что ему будет так лучше. Он будет лучше работать, поэтому вот здесь в General, здесь мы можем выбрать наименование нашего расширения. Допустим, мы знаем, то, что это расширение уходит на пневмоостров. Да? Мы прописываем пневмоостров. Комментарий, какой слот. Вот, это очень важно. Каталог information, что это за расширение, какой артикль он имеет, что будет в документации к нему указано. Да? Здесь есть digital inputs, ну, это дискретные инпуты. Здесь мы можем настроить время отклика. Кому нужно, вот я вам показал то, что это можно настроить. Но я оставляю всегда в обычном режиме. Я не стремлюсь за скоростью, мне нужна стабильность. Вот здесь есть разные каналы, но это, по сути, наши биты. Вот digital outputs, reaction to CPU stop use submit value, установленные значения, которые были установлены. Или, давайте еще раз, reaction to CPU stop. Что будет происходить, когда наш контроллер будет остановлен?
Мы оставляем установленные значения, мы ставим установленные значения, которые пришли с контроллера, или же оставляем последние примененные значения. Я оставляю всегда use submit value, потому что я с контроллера, когда, допустим, кнопку Start программирую, я указываю отрубить QB8 и все. Вот здесь можно указать нашу кушку, которая будет означать за то, что наш ЦПУ был остановлен, вот переведен run to stop, да, переведен из положения работы в остановку. Ну, давайте назначим... у нас не используется это, но не суть. Давайте выключим тогда. Вот. Здесь у нас есть 8 адреса. Здесь информация, здесь можно прописать. Когда мультиязычный проект, сразу несколько разработчиков из разных регионов, разных стран работают. Вот. Вкратце, пока месяц так. Также хотелось бы упомянуть про... Поставим 100. Про Ethernet-порты. Вот так вот можно на них нажать. General. Мы получим Ethernet-информацию, Ethernet-адреса. В какой подсети находится у нас сейчас контроллер. Вот здесь вот справа, сбоку, вот видите, я навелся. Вот так вот открывается. Здесь можно увидеть все ваши подсети, которые есть в проекте. Давайте дальше пойдем снизу. Какой у нас установлен IP-шник. Как добавить роутер. Какой рак используется у нас. Рак-слот. Это очень важно при создании скады. Потому что, когда я делал, мне пригодилось. Да, вот так скажем. Дальше по всем настройкам в будущих видео. Здесь у нас кратенький обзор, всегда быстро, чтобы просто по факту все знали. Здесь мы видим реальные адреса. Вот, нулевой, первый. АИ– это аналоговый. У нас в самом контроллере есть аналоговые входы и выходы. Не знаю, вы обратили внимание или нет. Давайте я вам вот так вот повторю. Вот ниже листаем, и вот у нас аналоговые адреса в int-формате. У нас 2 аналоговые ишки, можно подключить 2 датчика и 3 аналоговых кушки. Можно подключить шаговики, компрессоры, давление, вот на ваше усмотрение, да. Вот мы подписали пневмоостров наш, так скажем, страшный, который мы уже указали. Profinet интерфейс, какой порт у нас подключен. Вкратце о всей этой информации дальше в проекте вы узнаете, где реальные адреса, где что используется, где используются пульсы, пульс-генераторы. Также расскажу дальше в следующих видеороликах о всем этом. Здесь сейчас мы говорим о конфигурации. Вот пневмоостров. Давайте перейдем уже к запуску нашей лампы, потому что интересно. Мы подключили наш PLK, записали теги. Давайте проверим, правильно ли. По-любому мы правильно подключили, но все же. Вот мы нажимаем в дереве проекта PLK. Всем всегда советую прогружать полностью весь контроллер. Не отдельный программируемый блок, не отдельное расширение, не отдельный ЦПУ вообще. Полностью не проект, а полностью контроллер. Нажимаете на него и нажимаете на вот эту вот стрелочку сверху. Download to device. Все. Прогружаете. Я же сейчас изменил название, правильно? Потому что я изменил там на пневмоостров, чуть-чуть изменил адреса. Нажимаю load. Все изменения наш контроллер скушает, примет, так скажем, в работу. Вот здесь мы можем увидеть, здесь что-то происходило до нас в этом контроллере. Так что он у нас предлагает continue without synchronization. Нажимаем, конечно. Потому что я знаю, что здесь ничего важного. Также будет видос про то, как выгрузить проект из PLK. Не переживайте. Так, давайте продолжим. Здесь у нас есть старт-модуль. Включить наш PLK, перевести его в режим Run. Вот, я нажимаю старт-модуль и финиш. Все. Теперь мы можем перейти в теги, что я вам рекомендую сделать. Вот так вот нажимаем на очки верхней панельки, мои любимые.
Вообще очень классно использовать в те-портале очки, очень классно, наглядно видно, что происходит с адресами. Вот сейчас я нажимаю Start, у меня он, видите, работает. Кнопочка Stop у меня, когда не активна, она у меня True, единицу выдает, когда нажата, она выдает False. Auto Manual у меня сейчас он включен, и я его выключаю. Кнопочка Reset. Вот. Давайте попробуем при кнопке Start активировать лампу. Что нам нужно? Нам нужно нажать Normally Open Contact. Всегда советую всем учить хоткеи, потому что это очень полезно. Вы наводите на любой объект с инструкциями. Вот у вас куча здесь инструкций. Вот, допустим, нормальный открытый контакт, нормальный закрытый контакт, наша катушка, потом пустой блок, empty box, открыть линию, закрыть линию. Вот эти основные элементы, они очень легко запоминаются и очень потом ускоряют нашу работу. Поэтому нажимаем Shift F2. Также очень важно выходить в офлайн при изменении проекта. Не важно, просто оно важно, с одной стороны, да, будем честны, потому что как-то изменить проект в момент работы, вы потом начнете загружать проект, а у вас работает станок, может привести к ошибке. Так что желательно выйти в офлайн и только потом продолжать работу. Давайте, допустим, если у меня есть кнопка Start, у меня будет активироваться лампа 1, ну давайте лампа 3. Вот так вот, лампа 3. Мы ее вот прям будем зажигать. Да. Если, точнее наоборот, если у меня не работает кнопка Стоп. Вот так вот. Тогда надо пустую катушку оставить. Давайте прогрузим. Будет вставка видео, где я с телефона снимаю нашу панель. Вы ее вот сейчас можете увидеть практически вот в моменте. Да? Я нажимаю очки. Мы видим то, что у нас он не работает. Нам он ждет кнопку старт. Вот. Давайте сначала нажмем на кнопочку старт. Я перепутал, у нас же всегда активная кнопка стоп. Вот так изменим, прогрузим наш проект. Ждем. Все, у нас прогрузилось. Нажимаю кнопку старт. У нас загорается лампа. Раз, 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 раз. Если я нажимаю кнопку стоп и при этом жму старт, у нас лампа не загорается. Вы можете видеть реальный статус. Вот. На видео также показываю. Не работает, да. Можете увидеть, как работают кушки на самом контроллере. Так вот, лампочка у нас работает. Что еще из прикольного можно показать? Также сказать хотел, то что любая кнопка, по сути, является датчиком. И здесь это полная аналогия работы с каким-нибудь пневмоцилиндром и датчиком, ну, где у вас обычный алгоритм, где есть датчик, и нужно выполнить обычное действие без какой-то нагрузки глобальной, да. Увидел датчик, выдвинулся поршень. Датчик перестал видеть, задвинулся поршень. Ничего сложного. Давайте теперь... Также хотелось бы сказать, то, что я хотел сделать мерцание, но у меня есть отдельный видеоролик, как сделать мерцание. Вот, сверху появляется ссылочка, да, обязательно. Переходите, смотрите. Всем желаю успехов в продвижении, в изучении теопортала, в постижении Siemens контроллеров, потому что это достаточно глубокая и интересная тема. Прям желаю, чтобы все у вас получилось. Надеюсь, я объяснил хорошо. Прошу ставить лайки. Прошу подписываться, потому что будет больше такого контента. Мне он очень нравится. Я считаю то, что я делюсь полезным. Всем спасибо, что посмотрели. Это был канал The Alien Automation. Кто английский не особо знает, это автоматизация от чужого, от инопланетянина. Потому что я раньше не работал в этой сфере, а потом меня занесло, и я сейчас работаю на заводе. И мне кажется, доступность, то, что доступно буду объяснять эти курсы, приведет вас к успеху в понимании
Любой вопрос, который возникает по этой теме в теопортале, пожалуйста, оставляйте комментарий, спрашивайте. Вообще без проблем отвечу. На любом языке можете задавать, я постараюсь ответить. Всем спасибо еще раз.